все спиздили. Как бы ни критиковали Китай-партию, многие ее компании и коллективы пребывают в таком состоянии, когда хочется не просто украсть бюджеты и сочинить какую-то кривую дресню для рабов, которые забывают, что мы обещали неделю назад, но и попробовать создать что-то крутое, точнее скопировать. Китайская студия Линзи, что в переводе означает как «дождь, питающий все сущее на земле», решила замахнуться на в последнее время самый популярный жанр со специфической публикой – соулсов. Те, кто знаком с китайской, не то что философией, но тенденцией, знают, что когда они с первой попытки что-то пытаются клонировать и выдать его за убийцу кроссоверов, айфонов и тому подобному, обязательно получается полная хуета с визуально похожим, возможно даже по материалам, но при практическом использовании выявляются какие-то косяки. И в случае с Вучаном это так. Но давайте по порядку. Начнем со звука и музыки. Как уже отмечали многие обзорщики игры, она есть, но никому почему-то не запомнилась. Возможно, так и должно быть, вы ведь не запоминаете, не контролируете, не оцениваете каждый свой вдох. Это как бы само собой разумеющееся. А извините, ребята с повышенной тревожностью только что начали этим заниматься. То есть, если бы музыка не была гармонично вписана в процесс и отвлекала от него, как музыкальные композиции в роликах у Сира Викмана, это означало бы, что она либо плохая изначально, либо неподходящая для ситуации. Запомнились пару человых дорожек в деревне и джунглях. В сражениях с боссами, точно играло что-то эпическое и, возможно, даже крутое. Но уебищные замесы, о которых мы еще поговорим, перечеркивали все старания композитора. В принципе, этим грешат и японские соулсы. Графика и системные требования здесь, как бы наиболее точно описать, они чрезмерно завышены. То есть вы, возможно, знакомы хотя бы с бенчмарком Wukong, и многие владельцы видеокарт, мягко говоря, уже прихерели от огромных аппетитов. Да, Unreal 5 и все дела, но когда выходит игра и актуальные линейки RX, RTX показывают себя так слабо, будто являются позапрошлой серией, это означает, что кто-то накинул подливы и сделал вид, что так оно и было задумано. Но Wukong, в отличие от Вучана, не отжирал видеопамять на синих и красных картах в качестве бонуса. Графика на данном движке в принципе не может выглядеть плохо даже на минималках, но я уже вижу, как создатель Сталкера 2 просит подержать его пиво и взглянуть на так называемые эпические настройки. Тем не менее, помимо задранных системок и лагов с просадками в ряде локаций на актуальном железе, один из блогерей, Дэниел Оуэн, копаясь в новом патче, обвинил линзистов, студия Линзи, китайской оптимизации, где те вместо правки ошибок в коде решили на хитрую жопу скрытно снизить разрешение рендера, чтобы производительность видеокарты стала автоматически лучше. Я нечто похожее замечал и в допатчевой версии, когда на той же RX 7600 XT FPS в тестовой области менялся на целых 5 кадров еще с момента загрузки. Опять типичная негативная сторона китайцев. Приврать и практически тут же спалиться по-тупому. Поэтому, думаю, особых чудес от патча ожидать не стоит, и видеокарты для минимальных настроек здесь должна быть хотя бы 2060 Super с жесткими режимами DLSS уже в разрешении Full HD. Так что заранее предупреждаю вас, особенно если решили купить игру. А заявленные 1060 на 6 гигов это какая-то неудачная шутка консольщика для 20 FPS, на которых даже они сейчас уже не играют. Многие механики соусов являются пидоразвитыми из коробки, потому что были созданы такими же людьми. Больше всего меня накаляет описание «немного», «значительно увеличивает», «слегка ускоряет» и прочие подобные сочетания. Немного или значительно, вы, на глаз там что ли смотрели и сами точно не в курсе? А зачем урон от оружия отображать, здоровье, выносливость? Пишите просто «алебарда рубит значительно больнее, чем кинжалы, а меч незначительно меньше колет». Вы получите какой-либо урон и какое-то количество секунд будете дымиться фиолетовым или зеленым облаком. Скушайте травку или лекарство как можно скорее, а то незначительный урон здоровью станет более значительным через некоторое время. И в Вучане решили скопировать абсолютно все из этого дерьма. Какая же это хуета, как трясет. Мне нравится задумка геймплея соусов, но японская трактовка это худшее, что могло придумать человечество. Everything fancy he touches meets a grisly end. Я надеялся, китайцы особо любят японцев и на вред сделают что-то свое, чтобы доказать, что у них получилось лучше. Так сказать, как в те светлые времена, когда русские с украинцами перекидывались говном в интернете и все были счастливы. А потом иудейские продюсеры решили создать из этого самый хуёвый интерактивный ситком на несколько сезонов. Я надеялся, но ожидания не оправдались. Это тот же самый японский Souls, но в китайской обложке и без катаны.
Пилюли целебные, лечебные, какие-то шарики, козьи. Эти гомеопатические МНДМсы в микродозах лежат за каждым углом. И в силу их ограниченности на заход от костра к костру пользоваться ими неудобно и не особо приятно. В связи с очень маленькой эффективностью. Грубо говоря, одна витаминка, один пропущенный удар от слабого противника. В целом, большинством содержимого инвентаря пользоваться неудобно и невыносимо. Вместо валюты душ тут красная ртуть. А ничего поинтереснее не могли придумать. Ну да ладно. Чтобы перевести всю эту поебень в наличку, так сказать, для покупок тряпок, расходников или прокачки уровней, вам нужно сжирать их. И снова сделаем вид, что ладно. Женщина ест кровавые зерна. Их номинал, как во всех соусах, разный. С обычных бичей периодически падают маленькие куски стоимостью 100 единиц. Далее 200, 400, 800 и так далее. Разумеется, при достижении приличного уровня, скажем 30-го, вам будет мало съесть пары штучек. Вначале выбираем номинал 100 и... Ого, спасибо, хотя это уже было и в более новых соусах. За раз можно проглотить все куски одного номинала. То есть 30 кустов по 100. Мы получили 3000. Нам надо 10, 20 или 30. Снова открываем инвентарь. Снова выбираем новые кусты, но уже номиналом 200. Сжираем все, далее 400 и так далее. Каждый раз нужно открывать злоебучий инвентарь и выискивать их среди злоебучих пилюль разных цветов и прочего хлама. Может быть, я кретин, который не знал о какой-то секретной комбинации, чтобы ускорить эти процессы, но мне о них никто так и не рассказал. Итак, везде таблетки от запора, семена морозного огненного лотоса. Ладно бы еще они действовали несколько минут, давай вам скажем. Сопротивление к обморожению и нагреву, без которых пройти участки будет сложно. Но они нейтрализуют уже полученный эффект. И если вы стояли по колено в помоях и съели цветок от отравления, сняв его накопление, то после приема оно начнется заново, и так вам нужно будет постоянно жрать эти тупорылые цветы или шарики. Единственное, что мне понравилось, это китайский острый суп. Описание буквально провоцирует вас обзвонить все кухни в городе и поинтересоваться, готовят ли они его. Плюс его прием, хоть и на какое-то время, но дает невосприимчивость к внешнему морозу на улице. Правда, есть такой момент, что когда ты заходишь в неотапливаемую лачугу без окон и дверей, там будет еще холоднее, потому что солнце не проникает туда. Так что вас все равно должно обмораживать вообще-то. Если же оправдывать это волшебным морозным ветром, то стоя под солнцем, этот ветер никуда не девался. А еще если вы бегаете в костюме шлюхи в тапочках по зимней локации, это еще и выглядит нелепо. Чё докопался-то условности игры? И главное, запас одного типа расходников на прохождение от алтаря до алтаря ограничен. То есть у вас условные 5 фиолетовых цветков против порчи на то, чтобы пройти до следующей точки сохранения. Ок, перейдем к персонажу. У него, как вы поняли, имеются некоторые характеристики. Сила, ловкость, выносливость, ее восстановление и так далее. Показатель устойчивости влияет на, цитирую по памяти, сопротивление при применении навыков. То есть урон будет проходить так же, но вы с большей вероятностью не будете во время него прерваны. Я выкачал ветку с алебардой топориком полностью, попутно вкладывая в нее очки. Знаете что? А ничего. Крупные противники и боссы, условно с середины игры, все равно начнут прерывать ваши пируэты, и урон от вашей атаки не будет засчитан, а вы его получите полностью. Случались некоторые моменты, когда вы усиленной атакой могли прервать врага или даже босса, но проблема в том, что нет ни информации, ни уверенности в том, что у вас это получится точно или почти наверняка. Я замечал только моменты, когда вы бьете некоторых врагов в область спины, и у тех быстрее или даже сразу срабатывает что-то типа оглушения, когда вы можете нанести критический удар. Опять же, слизанность секера, когда противник попадает в состояние некой усталости. Ну как сказать критически, это почти всегда боссная атака с анимацией, которая не сносит много хп даже. И в основном используется только для восстановления выносливости, потому что по логике игры вы бездействуете, а только во время бездействия она восполняется. Хотя, на самом деле вы с еще большей силой бьете противника и вставляете ему... Палец в жопу мужчины! Прокачка. Ее хвалят как ОАО уникальную и выглядит вполне интересно. Вообще первая треть игры действительно интересна, пока ты знакомишься со способностями и еще не знаешь, как все это выглядит и реализовано. У героя есть лепестки, это ж перья. Ну, неважно, которые подсвечиваются слева в углу. По умолчанию их максимум 3, то есть можно использовать заклинания или платные умения от оружия стоимостью до 3 соответственно. И ведь удобно, когда тебе не нужно ничего дополнительно изучать или какие-то особые параметры иметь, типа интеллекта не ниже 60 и прочей хрени. Единственное условие — прокачка количества этих
перьев. Заполучить их можно несколькими путями. Парированием. Этот говенный способ мы отметаем сразу, об этом попозже. Некоторые в серии ударов также дают один заряд, вроде хорошо. Но, например, использование усиленных атак автоматически тратит заряд, чтобы там что-то повысить. Ну вот какого хрена, скажите мне, почему нет выбора, включать ли заряд в атаку? Может быть, я хотел накопить их и использовать спецприем в нужный мне момент, а не когда-нибудь потом. К счастью, позже выяснится, что все это и многое другое полная херня, и переживать по этому поводу не стоит. И еще идеальное уклонение тоже восстанавливает один заряд. Есть же камушки, которые можно добавлять к оружию, кстати. И тут они добавляют непоняток, имея разные цвета. Зеленые по логике должны быть связаны с выносливостью или здоровьем и вставляться только в определенный слот. Но потом выясняется, что цвет их никак не связан с областью применения. Всего можно запихать 3 камня разных типов. Мне особенно понравились те, что увеличивают урон по противникам с полным здоровьем. То есть один удар по нему и все. Круто! Да это ж круто! Если собрать 3 соответствующих, то будто бы это увеличит колющий урон, то есть копьем, типа, которым я не пользуюсь, а по отдельности они дают сомнительные бонусы. Слегка увеличивает расход выносливости, незначительно снижает урон, когда у вас мало здоровья. Опять эта херня. Насколько мало, насколько снижает, где-то грань покажите, перечислите. Это просто издевательство какое-то и неуважение к игроку. Кстати, тут есть магия, и она такая же уебищная. Огненный шар, несколько шаров, маска огня, льда, какие-то искры, говно, моча, примерно как в Элдене. Выглядит эффектно, но в большинстве случаев неэффективно. И зачастую все летит мимо, потому что враг переместился. Никаких показателей урона, скорости каста и прочего. Ну а зачем вам такие ненужные подробности? Хорошо, с магией линзи тоже подливились. А оружие? Есть ветка парных клинков, одноручный меч, копье, алебарда, двуручная соответственно. О щитах в волшебном Китае не задумывались. Нахера отбивать урон, если можно просто умереть и начать заново? Я потыкал копьем, и если в реальности и во многих играх копье имба, благодаря большей дальности и скорости атаки, то здесь так называемый мувсет подстроен либо под самоубийц, который вплотную вращает его около противника, либо под какого-то дурачка, который отскакивает назад и наносит удар типа бегущему на тебя. Спойлер, на вас никто не побежит, либо уже не остановится. В итоге, полистав пару стоковых орудий, я выбрал алебарду, которая имела некоторый станущий эффект, чтобы можно было безнаказанно проводить серию ударов почти во всех случаях. И до первой трети игры схема работала практически безотказно. Но затем я зашел в очередной дворец, спустился в пруд, и на меня напала какая-то соска, которая за 3 удара отправила на респаун. Начав гуглить, а что случилось, собственно, выяснилось, что против командующей Хуйлань нужно использовать парные клинки, так как она слишком быстро перемещается по области. Я из принципа продолжал пытаться зарубить шкуру алебардой, но тут вылезла очередная пидоразвитая механика игры. Как известно, в соусах и аналогичных ролевых проектах существует 2 типа боев: рядовые противники и боссы. То есть тактики могут кардинально различаться. И оказалось, что у разработчиков перемкнуло где-то в мозгу после начального этапа и начался откровенный гомоеблинг. Боссы попросту не являются проходимыми, как минимум с использованием алебарды. Ну то есть какие-то лазейки есть, но являются ли они интересными? В том же Lies of P можно с разбега влетать в босса с кувалдой, а в этот момент он вылетает в вас. И это просто выглядит эпически охуенно. Жалко, что я не записал. Разумеется, ваш запас здоровья раз в 20 меньше, и на долгий размен у вас не хватит, тем не менее. Вообще-то хотелось бы ощущать себя боссом маленькой качалки, который пришел в более крутую качалку конкурентов и зарубился с ее владельцем почти на равных. К сожалению, таких игр на сегодня я в принципе не припомню, разве что некоторые сражения в последнем God of War, где вы, правильно вковавшись, можете достаточно быстро и эффективно порвать жопу врагу. Например, оленихи с луком, которая называет вас пидором на каком-то из скандинавских языков. Тут же вы, как в большинстве японоподобных соусов, обычный бачи-бази в женском платье, созданный для изнасилования в жопу немытой обезьяной, верящей в бога педофила. И стимулировать подобное прохождение может разве что каких-то лохов или опущенных, которым нравятся не сами трудности, а процесс скалы спусканием на лица. Ведь и в награду ничего полезного по сути вы никогда не получаете. У боссов во второй трети до самого конца почти отсутствуют окна для атаки. Я имею в виду не просто одиночный удар в 200 урона, а затем полуминутное кувыркание, чтобы снова нанести 200 урона. Серия ударов или особые способности будут уходить в никуда. Пока вы раскручиваете ту же алебарду, тот отпрыгивает далеко в сторону и начинает новую серию атак по вам. Если играли в Elden Ring, финальный динозавр Кит представляет собой утрированную версию большинства ваших ключевых врагов.
только вплотную драться и неудобно, и опасно. Понятие средней дистанции попросту не существует. А на дальней вы типичный гражданин СНГ, которому начальник может давать какие-то уебанские поручения, кидать по зарплате, наебывать. Короче, на дальней дистанции вам попросту нечем ответить. И вы либо ждете, пока за вами придут, либо бежите навстречу сами для получения пиздюлей. Прием лечебных бутылок во время боя с боссами здесь даже хуже, чем в Олдене. Времени практически всегда нет. Анимация хоть и кажется секундной, но при такой динамике это преступно долго. А персонаж не может пить их движений, попутно совершая какие-то действия, что делает вас с легкой мишенью. Атаки часто сбивают с ног. Есть предположение, что никакой из доступных показателей стойкости не защитит вас от этого. Но при падении от рядовых противников иногда отлежаться бывает даже выгодно, как бы странно это ни звучало. В эти моменты они проводят свою серию атак, которая проходит над вами. Также некоторые способности из полуприседа позволяют избежать урона, но это скорее исключения, которые можно применить в паре случаев. Так, сейчас управление захватил другой голос в голове, и он может предположить. Слушай, ну вероятность того, что студия состоит из долбоебов, гораздо меньше, чем предположение того, что долбоеб все-таки в данной ситуации ты сам. Определенно должны быть какие-то стратегии боя, блок, парирование, уязвимость одних к одному типу урона, подбор подходящей брони как минимум. И вообще, используй другой тип оружия, ветку прокачки можно бесплатно сбрасывать у любого алтаря. Нет, если мне дали сраную алебарду, и я хочу проходить с ней, я не буду переделывать и пробовать новые уебищные билды, они мне не нравятся. Тратить на каждого лоха по пути, по минуте, отскакивать, тыкаться, может еще предложите стучать ложкой по кастрюле на голове. Да, в игре есть парирование и что-то типа отражения, но первое означает получение сниженного урона, а второе является типичным парированием, то есть в нужный момент прожать кнопку и не получить его. И на алебарде, которую я качал, есть отдельная способность блок, которая существенно снижает урон от оружия. Атаки руками, ногами или чем-то еще не блокируются и не парируются. Вы, кажется, не поняли, я не хочу получать урон в принципе и высматривать, существенно ли мне приложили или незначительно. Нет кнопки или способности на парирование в конкретный момент. Есть ветки прокачки, что-то типа третья в серии легкая тяжелая атака является парирующей. Чего? То есть на меня с 30 метров за долю секунды прыгает та же командующая хуйло, а я должен предварительно махнуть по воздуху 2 удара, чтобы третий пришелся на момент ее атаки и снизил урон от нее, который я все равно получу. Я что, какой-то советский физкультурник, которого бьют сапогами за стенками НКВД, а он восстанавливается уже в процессе избиения? Нет, никакого танкового билда на получение урона тоже нет. Есть что-то на отражение урона, то ли типа обратки в противника или что, непонятно. Но тут все так по-дебильному прописано, что не хочется даже разбираться. Для оружия есть опция закалки, очередное бессмысленное название, никак не намекающее на его действие. Но почитав о том, что это вообще означает, хотелось выдохнуть. Наконец-то я смогу усилить свою заточку на огненный урон, яд, вампиризм и так далее. Что-то там с акупунктурой, ну круто, вплели немножко своей культуры для ознакомления всем, кто с ней не знаком. Но оказалось все формальным упоминанием, никакого интерактива, так сказать, даже анимации нет. Суть следующая, вы якобы колите себе в участке руки иглы, точнее какие-то окровавленные занозы. Совмещать можно только определенные, много нюансов, слишком много. Мыло, перья, пиявки, какие-то охапки дров. Кстати, игра же китайская, там даже лицо Гуля в доте заменили на маску Си Цзиньпина или вроде того. А тут людоеды, кровища, скелеты. Сняли запреты, что ли, на все это? Короче, находим занозы, где попало, втыкаем в руку и получаем дополнительные бонусы. Ну, хорошо. Воткнул. Начинаю бить и понимаю, что ничего не изменилось. Топорик на огонь не горит, урон не вырос. Почему? А нужно отдельный расходник использовать и типа активировать эту закалку, которая действует снова некоторое время. Да ёб твою мать! Тут вообще нет пассивных бонусов. И более того, эта херня дается на 1 намаз за забег. Ну, изначально. Ладно, моча понятно. Что по доспехам? Параметр веса надетой одежды в игре отсутствует, что не будет влиять на скорость вашего движения или уклонения. Это хорошо? По идее, да, но и нереалистично уже как-то. Ой, вам не угодишь. Особо тяжелой брони я не нашел, что странно. Костюм проститутки есть, а костюма кастрюли нет. То есть вся затея разработчиков с парированием и получением по морде изначально идиотическая. Ведь значительного снижения урона у вас попросту нет. В итоге, побегав с командующей и поняв, что должность 30 лет она не насосала, выпивая водку в красных трусах с нужными партработниками, а бить по одной тычке придется полчаса, я нашел альтернативный выход из ситуации. Благодаря этому удалось сохранить нервы и время.
Все последующие боссы сразу перестали быть такими раздражающими. Я даже начал различать фоновую музыку в эти моменты. На самом деле они не то чтобы сложные, они, как это принято говорить, душные. Получаемый урон от любой атаки громадный. 2-3 ошибки, и вы проснулись обоссанными у алтаря. Что-то много сегодня промочу опять, ну да ладно. А получаемый от вас попросту смешон. Я сделаю вставку, и вы наглядно оцените количество усиленных ударов, которые требуется, чтобы завалить одного из таких. Подобная тема может зайти поехавшим задротам, которые любят чрезмерную сложность, не имеющую смысла, конечно. И такое может быть допустимо не при первом прохождении для игрока, который такое не заценит, а на условный НГ+, или даже НГ2, то есть при втором-третьем прохождении. Не справляешься с боссом, хули ты ноешь, но позови взрослого дяденьку на помощь, чтобы он решил твои проблемы. Сопляк. С этим тоже есть нюанс. Во-первых, призвать союзника можно далеко не с каждым главарем, вот так вот. Во-вторых, корявая квестовая цепочка, которая, блять, сломалась, потому что я в один момент ушел не туда, куда, видимо, хотели разработчики, но постеснялись сказать. В связи с этим помощник там, где он мог быть, не появляется, потому что вы не выполнили условий. Сборки под выжимание максимальной физической защиты в целом не просто бесполезны, они могут быть даже вредны. Как вы могли заметить, у физического урона есть 3 типа: рубящий, колющий и режущий, или какой там, короче, неважно. И если вы подумали, что рубит только топор, режет меч, а колет копье или кинжал, то нет, они все могут наносить разный урон в зависимости от анимации, судя по всему. Идиотизм. Цифры есть, процентов снижения нет. 45 единиц это много? Нормально или чё? Ну, как обычно, примерно почувствуйте, короче, а то разработчики не в курсе. Так вот, там постоянно имеется какой-то дисбаланс. Либо больше от режущих типов, меньше колющих, либо еще один прикол, которому я даже рад, будь он правильно реализован. Отрицательная устойчивость. Вы где-нибудь такое видели? Хотя, может, и видели. Если бы вы бегали в трусах и обмотках, чем, впрочем, вы и так будете заниматься, вы бы получили меньше урона от яда, порчи и тому подобного. Хотя я и тут не уверен. Скорость накопления отрицательного эффекта точно будет быстрее, а про разницу урона ничего не говорится. Более того, я надевал шмот на повышенное сопротивление яду и порче, и дольки здоровья отлетали с той же скоростью, будто событие уже свершилось, и дальнейшие изменения на это не влияют никак. Видимо, какой-то нейросети доверили задание отрегулировать все виды одежды относительно друг друга. Но так ведь не должно быть, иначе по факту получается, что стартовый шмот, в котором вы вылезли из начальной дыры, является самым сбалансированным. И завершая тему доспехов, устав от случайно летящих стрел или ударов от остаебенивших на локациях противников, которые особенно накаляют, когда ты сдох от босса и приходится заново через них пробегать. Так вот, подумав, что как минимум от случайных бандитов лучше одеться поплотнее, я надел кольчугу, точнее ее пластиковое подобие. И в какой-то момент по пути оказалось, что на проходах стоят сраные колдуны, которые, если смотрят в твою сторону, происходит накопление отчаяния. Китайцы тупо переименовали почти все виды эффектов из Элдена, как вы понимаете, и заменили значки на иероглифы. Отчаяние – это аналог скверной смерти, которая при полном накоплении приводит к мгновенной гибели. И как вы догадываетесь, при надетой броне на физику устойчивость к подобным эффектам настолько отрицательна, что колдун техникой бесконтактного боя Юрия Кормушина удаленно убивает вас буквально за секунду. А стандартная тряпка, которая слабее защищает от ударов, даст вам 1,5-2 секунды. В итоге костюм проститутки, снятый с убитого босса, который почему-то продает торговец, защищает от ударов еще меньше, но у вас будет уже условных 4 секунды на то, чтобы закидать сраного кретина каким-нибудь метательным мусором, который вы заранее положите в слоты, если полезете в инвентарь. В этот момент потеряете время и умрете, либо просто успеете спрятаться от его взгляда и переждете, пока накопление снизится до нуля, и снова сократите дистанцию. То есть, чтобы избежать подобных моментов, в итоге единственным разумным выбором станет костюм шлюхи, а при сражении с рядовыми врагами вам не нужно пропускать удары. Все просто. Если у вас нет денег на хлеб, купите пирожное, как говорится. Так, давайте теперь про NPC и квесты. Никаких нововведений на фоне остальных соусов, все слизано и даже местами упрощено. Если в тех же DS или Элдене какой-то подозрительный предмет намекал, что имеет ценность, но не для вас, и предстояло выяснить, кому его отдать и для чего,
В учании сразу указано: белый нефритовый пельмень от людоедки, который выглядит как опухший комок плоти из типичного соуса. Отдайте бабки и что-то получите. Кажется, я понял, чей это пельмень. Ту фигню отдайте тому торговцу, эту фигню второму торговцу. Диалоги с ними не имеют буквально никакой ценности и взаимодействие с большинством не создают даже иллюзии выбора. Зачем нужна была эта формальность? Почему-то в подобных жанрах принято считать, что аутистические квесты и персонажи это классно. Но в чем классность-то? Какая-то группа NPC в городе что-то хочет, дворецкий просил найти какие-то вещи, а потом, пока ты искал проход, они просто исчезли, либо типа умерли и исчезли. Вообще в игре очень часто практикуется техника исчезновения. Если вы по какой-то причине пропустили диалог, точнее монолог с персонажем, он больше не появляется. Такой дресни не было даже в DS. В любой момент можно было перейти к нужному костру, пообщаться с ним, отдать предмет и так далее. Либо пропустить этап, случайно может быть, встретив его в новом месте. Тут, если ты пропустил где-то что-то, то все вообще. Фальшивый дед из Теле 2 после победы над птицей тоже должен появиться где-то далее, вроде бы. Но почему-то этого не происходит, а выяснять почему, а нахрена оно надо. Несколько NPC попросту стоят в каких-то локациях и несут чушь. Торговцы торгуют говном, места их перемещения вы также должны примерно почувствовать. А ребенок с горшком на голове — это метафора какая-то? Для кого? В Китае это что-то типа означать должно? Ну так вы хотя бы намекните остальным. Даешь рандомные предметы ребенку, который издает звуки, будто бы он то ли червивый, то ли змея. Сообщите о наличии плота на берегу. Или не сообщать. Мне, если честно, ну как-то, мягко говоря, поебать, хотя я честно старался помочь всем и выполнить вообще все побочки, залезая в каждую дыру. Но ни наград, ни каких-то сюжетных поворотов, вообще ничего. Я надеялся, что история с Потсом, у которого типа заболел брат, и вы передаете ему лекарство, придет к какому-то хорошему финалу. Но, как уже говорил выше, все квестовые линии тупо заруинились. И после встречи с ним в какой-то момент, когда у него украли вещи, больше он не появляется. Видите ли, они лежали на дороге около разбойника, буквально в паре сотен метров, а я пропустил их, потому что синеватый фон плохо различим на снегу, особенно при использовании апскейлеров и снижении настроек, которые вы должны снизить, потому что у вас не RTX 5080, знаете ли. Кстати, еще один слизанный «плюсик» в кавычках – отображение предметов. Если в DS это можно было бы объяснить некоторой сложностью с отрисовкой и тому подобным, но вы помните, какой всратой по графике была DS1. Напомню, это был 2011 год, спустя 7 лет после выхода Doom 3 и Painkiller, и 4 после Кризиса 1. Там и так на честном слое все держалось, хотя кто знает. Короче, светящиеся огоньки означают какой-то предмет. Есть синеватые, желтоватые и просто белые вроде как. Но и это не дает информации. Надо ли мне его подобрать? У вас какой-то лимит на цвета? Если не отображать их как физические объекты в локации, но разделите их по-людски. Пищевые расходники зеленого цвета, части доспехов, ну желтые, раз уж вы их выбрали. Мусор белый, душ или ртуть красный и так далее. Я лезу по сраной лестнице, чтобы обойти часть карты и спуститься по другой лестнице, а там какие-нибудь тупорылые пилюльки или цветочки. Ах да, тут нет карты, кстати, удобненько в играх с открытым миром особенно. Еще есть странные ворота, дающие выбор, но описание в стиле «отжаться 20 раз» или «поставить как цапля». Выясняется, что при неправильном выборе вас закинет или не закинет в какой-то участок локации, который будет недоступен другими путями. Изменить выбор и перезайти, как вы понимаете, нельзя, так как типичный способ сохранения отсутствует, и при любом подобном действии сработает автосохранение, даже если вы решите резко закрыть игру через диспетчер. Переходим к следующему пункту. Виталий Казуалов, который заявил, что прошел игру, но не уточнял, что сделал это на ютубе, хвалил дизайн карты. На самом деле хвалить особо нечего. Снова слизанная методика запертой с другой стороны двери, закрепленной лестницы, открытия коротких путей, причем зачастую этот так называемый короткий путь был сделан без какой-то цели. Понятно, что в игре всегда бывают условности, но открытые окна с мужиком в доме или доска, которая перекрывает путь, ну не настолько же условно в конце концов. Она с ноги в тапках хвалит деревья, если что, а тут хилые ворота заперты на засов, значит надо обходить пару километров вокруг, чтобы открыть их. Ведь прыгать, протискиваться или перелезать мы, конечно же, не умеем. И в дебильной деревне мятежников я заблудился на несколько часов, так как не понимал, куда идти дальше, даже с гайдами. Зачем-то были вставлены ролики с зажиганием сигнального огня на вышках, и как говорилось в каких-то бумажках, если 3 или 4 огня будут зажжены, значит город взят. Ты начинаешь думать, что нужно просто найти их, тогда что-то где-то откроется, но нет. При зажжении одной башни с нее спускается веревка в кучу трупов во дворе, которая типа воспламеняется и поджигает ее, чтобы зомби оттуда больше не вылезали бесконечно.
Все. Многие жаловались на алтари, которые расположены слишком далеко друг от друга, особенно при необходимости бегать при новой попытке к очередному дебильному боссу. И с момента попадания в зимнюю локацию лагерь мятежников тот же. Это действительно так, карта чрезвычайно захламленная. Джунгли, деревня, шахты, мясное болото и какая-то подземная фигня, где в одной из камер за решеткой сидит командующая, сбежавшая после первого боя с вами. Оказывается, это она вас так пощадила. Я бы назвал эти области почти всегда нормальными, даже вполне неплохими на фоне остальных. За исключением босса дерева, до которого нужно бежать буквально 1,5 минуты от ближайшего алтаря. Кстати, он является уникальным, так как стоит в луже и не перемещается, и поначалу может показаться, что разработчики постарались добавить разнообразие. Но далее вас, как уже неоднократно уведомляла игра, начинает одолевать безумие, и вам становится похер на все. В шахте на вас, например, внезапно падают безногие зомби или мясной рулет, и такие пакости всегда приятны. Но когда на вас скидывают шар Индиана Джонса, а потом злоупотребляют этим, то становится скучно, ведь игра ничем новым вас уже не удивляет. Ну а теперь, собственно, то, что должно быть важным и достаточно сильным аргументом, чтобы компенсировать косяки по боевке, графике и прочим вещам. Сюжет. Давайте разбираться. В некой стране началась чума, пернатая хворь. Люди превращаются в петухов, начинают носить зауженные джинсы и слушать зашкварный хип-хоп, про крутые тачки и понты со шмарами. Как это остановить, никто не знает, а главная героиня очнулась в пещере, ничего не помнит и молчит, как Гордон Фриман. Часть больных затем превращаются в психов, а все боссы, кроме командующей, превратились в поехавших. Честно говоря, крайне заезженное клише, которое уже надоело, особенно когда ничего нового разработчики не вносят. В отличие от DS, где вы находитесь типа в каком-то вымышленном мире упадка и разрухи, здесь мир все же должен быть живым. Вам рассказывают о каких-то жителях, и какие-то поселенцы продолжают сидеть в домах и отпускают бесполезные реплики. В любом случае, имитация жизни тут также отсутствует, и ваши действия ни на что не влияют. Более того, казалось бы, вы зачистили в одну харю деревню и ближайшие районы, перебив источники чумы. Но в конце снова возвращаетесь в уже разрушенную деревню, которая заросла кустами, а все вокруг горит. Ваш первый условный спутник, не помню его имени, потому что оно ничего не дает, как слабоумный, постоянно удивляется, почему вы пришли в новую локацию, хотя он просил вас оставаться в деревне или городе, и держит листочек какой-то, читая с него. Конечно же, никаких объяснений появления персонажей в новых местах, как они туда добрались, обойдя всех врагов. Или толстяк с именем обжора. Среди зомбированных солдат этот овощ лежит у овощной лавки и бесконечно жрет кукурузу. Ну типа прикол, смешно. Первый звоночек провала появился с командующей. Далее прохождение скатывалось в мытарство, не приносящее уже никакого интереса. Какую деревню спасать? Зачем? Какой-то младенец превратился в огромного паука и орет. Всплывают голоса и играет плаксивая музыка. Алло, ребята, мне вообще похую. Вы в курсе? Вы меня даже не знакомили с этими персонажами. Но вершина педоразвития, достигающая апогея, произошла в финале 4-й локации. Или столицы Бо, которая, как оказалось, находилась в пещере, из которой вы вылезли изначально. И как это вообще возможно, почему? Проект, мягко говоря, слишком всратый, чтобы вести об этом дискуссии, как о книжном шкафе в Интерстелларе, что также являлось абсолютным сюжетным бредом дебила, который выдают за нечто гениальное. Итак, я попал в финальную локацию, наткнулся там на какого-то босса, спамящего атаками по области. Разумеется, у него имелась вторая фаза, а хули нам, проходимцам. Вообще, я считаю, что нужно вводить расстрел за существование нескольких фаз без возможности сохранения прогресса. Из дракона или червя вывалился какой-то голый вросший мужик, который вроде бы наконец-то сдох, неся типичную чушь про величие. Это конец? Можно уже закончить, пожалуйста? Нет, ничего не происходит. По локации раскиданы толпы сильных противников, какие-то механические големы, которым давно плевать на ваши силовые атаки, и вы размениваетесь ударами с каждым буквально. Лестницы из кишок и сухожилий, реки из крови и жижи. Кстати, помещения выглядят огромными. И не будь всей этой херни с потерей мотивации при прохождении, область можно было бы назвать наиболее эпичной и очень зловеще красивой в какой-то степени, оценив работу дизайнеров и художников, ее создававших. Где-то сбоку стоит дверь, которая не пускает внутрь, потому что вы какой-то не святой. Вот тут отзывы игроков про сон собаки начинают получать окончательное подтверждение. Просто набор какой-то псевдоэпичной и околофилософской херни, воссозданной при помощи пакетика клея момент и открытой банки краски в непроветриваемом помещении. Ладно, я поищу выход.
Все-таки больше 2 недель в это играл. Наткнулся на какой-то волшебный пруд с пьедесталом, где мне предлагают положить тарелку или диск, которого у меня нет. А нет его, потому что разработчики заруинили квесты, в ходе которых 2 из персонажей должны отдать половинки этого предмета. Тут вы их соедините, положите и получите то ли секретную концовку, то ли какую-то типа хорошую. У меня нет тарелки, алло, куда идти? Опять к лестнице из кишок, ведущей наверх, которая упирается в стену, а на потолке висит какая-то башка, стреляющая фиолетовыми лучами, до которой не добраться. Дверей больше не видно, объектов для взаимодействия нет. Что делать? Побегав еще полчаса, меня это окончательно остаебенило, и я просто вышел из игры. Конец. Да, это первый такой проект для студии, уже нашлись защитники, которым все понравилось, а все недостатки можно списать на то, что у них это в первый раз. А я вам скажу, как делать, чтобы не было как в первый раз. Вы не сидите в плену в подвале, да, без обратной связи. То есть на любом этапе производства можете связаться с компетентными людьми. В данном случае я даже не про оптимизацию. Элементарно, стримеры соусов, не обязательно европейские или американские. У вас в Китае таких мало. Созвонитесь с ними, предложите сотрудничество. Понятно, что в зависимости от выебонов придется обсудить какой-то способ оплаты. Возможно, кому-то он даже не потребуется. Просто делюкс издания с небритой шмонькой и золотой рубиновой пробкой в заднице будет достаточно. Так вот, связались с этими людьми на каком-то из этапов производства, обсудили сюжетную часть, боевку, экономику, получили отзывы. Не имеет никакого значения, что вы там себе на уме напридумывали. Главное, это как игру воспримет аудитория. Новичков, задротов, случайных проходимцев, случайных игр. Если, конечно, вы не ориентировались исключительно на японских нюхальщиков ношеных трусов, которые от игры остались в восторге. Именно ношеных трусов, не новых. Тут прямо в описании об этом говорится, что вещи принадлежали каким-то служанкам и прочим персонажам, выглядящих как шлюхи. Да, я об этом мельком упоминал, но эротическая составляющая здесь фигурирует как основная. Если поначалу выпавшие трусы выглядят как шутка от разработчиков, то в дальнейшем эта коллекция стремительно пополняется. А каждый японец просто мечтает о грязных бикини или стрингах какой-то зараженной чумой бабы, носившей их хер знает сколько времени. Чума и грязные трусы. Райское наслаждение. И не спасают даже карлики в первой деревне, которые при гибели периодически издавали такой дурацкий звук, будто бы понимали, что облажались, и смеялись сами над собой, вызывая дикий ржач уже у меня, который я не мог сдержать первые несколько дней. Росток бамбука, который отображается и пританцовывает при длительной загрузке, тоже добавлял ноту милоты до момента, когда появлялся на карте и быстро убегал от вас. А вам, соответственно, нужно было успеть среагировать и жестоко зарубить его, чтобы получить его хладный труп, обменяв у странно выглядящего квадробера в костюме панды на оружие и заклинания, которых, кстати, чрезвычайно мало, а я накопил их с большим запасом и девать их стало попросту некуда. Вообще, вся игра буквально со вступительной анимацией музыки сквозит Секиро. Но в том же Секиро, который, конечно, тоже говно, но там встречались интересные моменты с механикой парирования и крутыми звуками ударов мечами. Тут же нет намеков на дуэли. Более того, в некоторых местах удары проходят сквозь стены, на что жаловались некоторые игроки. Однако этот баг может играть и в вашу пользу, когда враг заскриптован не выходить из помещения, а вы можете снаружи нанести удары по области в стену. В любом случае, первая треть Вучана — это нормальная и местами прикольная игра, даже несмотря на то, что практически все элементы являются не отсылками, а копиями известных игр. Тем не менее, о плюсах также стоит сказать, хотя я и навалил на вентилятор так много, что он уже перестал вращаться. И первое — это камера. Она работает отлично, никаких уебищных углов на открытых пространствах, адекватное поведение в помещениях, без внезапных упираний в стены и текстуры. В настройках, кстати, есть 2 типа, и я выбрал тот, что рекомендовался. Однако, возможно, из-за нее затрудняется заход противникам за спину при пробежке или перекатах. Второе — это возможность бесплатно сбросить таланты у любого алтаря и сменить стиль боя, если таковой имелся. Вообще бесплатно это не всегда хорошо, можно было бы сделать доступным какой-то особый расходник. Не слишком редкий, возможно, за обычные очки ртути той же. Третьим плюсом можно назвать довольно широкое дерево прокачки с различными спецударами, которые, правда, почти всегда неэффективны, но задумка, по крайней мере, была. Четвертым плюсом можно все же назвать акцент на сиськах и жопах для любителей сисек и жоп. Все женские персонажи, хоть больше и напоминают кукол аниме, а заявленные возможности Unreal 5 с микромимикой лиц здесь не реализованы. Тем не менее, наблюдать это лучше, чем бородатую женщину-стражника в последний Dragon Age.
И в 5 плюс я все же внес бы музыкальное сопровождение. Возьмите и прослушайте его отдельно, не отвлекаясь на геймплей. Оно действительно отличное, по крайней мере не хуже того же Элдена точно. Так что, как минимум, композитор, которого никто не похвалил, справился с задачей на достойном уровне. И тут, кроме главного меню, все свое, ниоткуда не слизанное. Пожалуй, на этом можно завершать сегодняшний обзор. Оставляйте комментарии, заходите на стримы на втором канале. По вопросам железа пишите по ссылкам в описании, где также есть ссылка на донаты, которые будут использованы на обзоры. Подписываемся на канал на всякий случай, ведь теперь только здесь говорят правду.